Как Испания меняет людей? Что в ней сложно принять? Наверное, каждый отвечает на этот вопрос по-своему. Привет, друзья! 24 сентября 2018 года я переехала в Испанию. Вот уже 4 года я тут живу. Вы знаете, что у меня муж испанец, и я сегодня хочу поделиться, как меня изменила Испания, что я до сих пор не понимаю, некоторые вещи даже ненавижу. Может, вы удивитесь при моей большой любви к Испании. Будем сегодня разбираться, не пропускайте, смотрите до конца. Ну что, поехали! Я думаю, что восприятие нашего переезда из страны зависит очень от нашей предыстории. Знакомы ли вы были с ее культурой, знали ли вы язык до переезда, а также где вы жили, в какой стране, даже в какой части, на севере или на юге. Это все очень влияет, насколько вы сможете принять менталитет той страны, куда вы переезжаете. И это не только касается Испании. Поэтому пишите в комментарии свои впечатления, если вы тут уже живете, что вам нравится, что не нравится, что смогли принять, а что нет. Даже если вы живете не в Испании, а переехали в другую страну, также мне будет интересно ваше мнение. И потом сравним то, что понравилось вам, а что мне. Про себя расскажу. То, что я родилась на юге России, в городе Волгоград, прожила там достаточно долгое время, и потом еще жила в Москве 5 лет. Соответственно, я не была удивлена жаре в Малаге, причем тут даже менее жарко, чем в Волгограде, то есть в Волгограде плюс 40 это обычная температура, и плюс 35 это считается как бы не жарко, то есть если летом плюс 35, это самый минимум. И в плане природы, то, что тут, конечно же, летом все высыхает, все не такое зеленое, хотя и есть вечно зеленые деревья, то есть это не север Испании, где часто идут дожди. То есть, в принципе, да, я сменила как бы степной жаркий пейзаж на горный жаркий пейзаж, то, что мне очень нравится, то, что в Малаге, конечно же, есть и море, и горы. Также второй момент, то, что испанский язык я начала учить задолго до переезда. Это у меня не было целью, кстати, к переезду, просто мне он очень нравился, это был моим хобби, и когда я переехала, у меня уже был начальный уровень B2-1. То есть я прекрасно общалась со всеми, могла ходить самостоятельно во все службы и общаться, и людей понимать. Естественно, они меня тоже понимали. Хотя уже за 4 года, естественно, я уровень очень подняла. Это все равно не сравнить с то, что когда ты в школе изучаешь язык, и когда ты уже общаешься тут с людьми и узнаешь их именно разговорный испанский, и даже влияет не только то, что вы знаете испанский, нужно понимать именно менталитет испанцев. Просто вы можете, они вам могут говорить «да, да, да», а на самом деле это значит «нет, нет, нет». Потому что испанцы очень не любят вообще говорить «нет» прямое, и будут вам что-то там «да, я хотела бы», «да, я вот очень хотела, я пойду» или так далее. Они оправдываются, извиняются, в конце концов не говорят «нет», но когда ты понимаешь их менталитет, ты знаешь, что это 99% «нет». То есть они это не сделают или не смогут прийти, или не позвонят, и так далее. Поэтому просто выучить испанский язык без применения к культуре страны это невозможно. Но я думаю, это сможно прочувствовать, когда уже переедете. Хотя я многое, в принципе, знала. Также я очень хорошо была знакома с испанской культурой. Я посещала различные курсы, ходила на различные встречи, ну и путешествовала раньше тоже по Испании, еще до переезда. И для меня многие вещи не были открытием. Поэтому те люди, которые просто переезжают в страну, потому что, не знаю, тут тепло, не знаю, может быть, просто нравится, как звучит язык, нравится еда, может быть, тут дешево относительно по другими странами Европы, и когда не знают тонкости культуры, и для них это потом очень многое получается открытием. Они удивляются, либо наоборот, даже неприятно в шоке, то, что какие на самом деле оказываются испанцы, или какой их менталитет, когда ты не знаком с ним досконально. И хочу перейти к тому, чему именно меня научила Испания. Даже не Испания, я бы сказала, все-таки именно испанский язык, когда начала его обучать. То, что у меня пропало чувство бояться ошибок. Мне кажется, все люди с постсоветского пространства страдают этой проблемой. То, что мы все время стремимся к перфекционизму, и мы боимся ошибаться. То, что у нас это заложено выше, сильнее, быстрее. И то, что когда мы изучали там, в школе какой-то предмет, от нас все время стремились, что должна быть там обязательно 5, что вообще не ошибаться, ошибаться это плохо, там тебя засмеют и так далее. И у нас это просто вбилось в голову,
чего нет у испанцев. Они в этом плане очень легкие, они никогда иностранца не будут исправлять, они всегда вас похвалят, что у вас просто совершенно испанский. Я помню, когда даже у меня был еще уровень начальный, мне всегда говорили, что я говорю хорошо, просто идеально. То есть в любом случае, хоть у меня сейчас уровень там C1, то есть меня всегда хвалили, что я просто знаю испанский идеально. Хотя это не так. И до сих пор ошибаюсь, конечно. В принципе, и носители ошибаются, поэтому бояться этого не нужно. И преподаватели ошибаются. И к этому реально относишься уже легко. И когда тебе кто-то там, наверное, и с русскоязычных людей делает замечания, ты на это не обращаешь внимания. Недавно в моем инстаграм-канале один человек мне прислал замечание, что я там где-то ошибалась с предлогами. Я это не скрываю, реально, я русский язык забываю, потому что я общаюсь, мне кажется, 90%, если не больше, каждый день на испанском, переключаюсь между языками, и часть слов у меня просто уже в голове путается. Причем даже я уже забываю, как правильное ударение, потому что, допустим, или какая там одной буквой отличается, слова, которые абсолютно совпадают в испанском и в русском, например, камера, и на русском камера. И я когда произношу, у меня уже в голове думаю, а какое правильное слово? Потому что все время слышу камера, 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 и когда уже начинаю думать, а это правильно или нет? И это как бы не шутки, это не то, что человек, это я даже не только про себя, а про многих людей, экспатов, которые переезжают и общаются даже не на 2 языках, там бывает на 3, на 4. Просто в голове уже происходит смешение языков, и ты не знаешь, на каком ты говоришь. Бывает, не задумываясь. То есть ты меняешь, вставляешь испанские слова в русский или наоборот, смотря какое слово проще. Это получается очень смешно иногда, но от этого никуда не деться. И иногда думаешь, так и русский язык можно забыть. И из этого пункта вытекает следующее, то что так как испанцы, то есть вас не исправляют, также они очень толерантны ко всем людям. То, что неважно, какой ты национальности, неважно, там ты больной, хромой или там другой ориентации, которая там считается стандартной. В Испании вообще нет стандартной ориентации, тут все равны абсолютно. И насчет меня, что я могу сказать, то что не могу сказать, что я раньше была нетолерантной. Но в Испании все равно, мне кажется, стала я более толерантной вообще к людям разным. Потому что ты видишь на улицах, просто не сравнить как в России, людей постоянно то в колясках, то с синдромом Дауна, то просто каких-то странных личностей, там, я не знаю, в странной одежде, которые, может быть, кого-то будут удивлять. И тебя это вообще абсолютно не трогает. То есть это нормально, да, иногда ты смотришь, как это немножко такое чудаковатое, но неважно, это его дело. Мне-то что до этого? И особенно радует то, что ко всем людям, которые, там, не знаю, в инвалидных колясках или с какой-то болезнью, то есть относятся очень хорошо. Тут это они везде гуляют, путешествуют. Даже во всех кафе есть такое правило, то, что нельзя открыть кафе, если не будет такого парапета, чтобы можно было заехать на коляске. И я считаю это очень хорошо. То, что, не знаю, по крайней мере в России, не могу за все страны говорить, даже в больших городах типа Москвы и Санкт-Петербурга далеко не комфортная жизнь тех, кто в колясках живут. Поэтому они большую часть жизни, мне кажется, проводят в квартирах. И это очень-очень печально. И нам кажется, что не существует такое количество больных. На самом деле все это есть, просто это не видно на улицах. Просто люди так не путешествуют, не гуляют, как тут. И насчет квартир сразу перейду к зиме. То, что всех, кто переезжает, первую зиму переживать очень тяжело. То есть я уже пережила 4 зимы. И могу сказать, для меня самая тяжелая зима была первая. То есть мне сложно было привыкнуть к холодным полам, то, что вода нереально холодная, тут это прохлада, то, что не отопляется. Но мне кажется, и зима была холоднее. Тут еще зима от зимы зависит. Бывает, зимы не такие холодные, бывают более теплые. Например, последние 2 зимы мы всего именно прямо вот днем обогреватель я включала, мне кажется, 1 неделю каждую зиму. То есть это вообще ничего. И только вечером мы включали иногда кондиционер на обогрев. Наша квартира, в принципе, комфортна. То есть, если ты оделся там в пижаму, в носки, ну, то есть, к этому нужно привыкать. И теперь, наоборот, когда я приезжаю в Россию, если, допустим, особенно в прохладное время года, мне тяжело дышать в квартирах, потому что у нас топят очень-очень сильно, кожа сохнет, естественно, не хватает вот этого влажного воздуха, очень сильно отличается. И это сильно как бы поменялось. И теперь для меня прохладная квартира даже лучше. Тем более, в принципе, в Малаге считается
один из самых комфортных климатов вообще во всей Испании. То есть зима тут мягкая за счет гор и то, что город морской. Даже самым более комфортным городом, как мне сказал муж, это именно Нерха. Ну, как вы знаете, Нерха – это Пуэбло, там делать кроме отдыха нечего, поэтому выбираем Малагу или там, соседние городки, где есть жизнь, где есть работа. Кстати, если вы заметили, то, что в начале видео я снимала прям в самом центре города, а сейчас снимаю на море. И это знаете почему? Это к следующему пункту, что я так не приняла и в Испании, и, можно сказать, ненавижу. Вот реально, это, наверное, одна вещь, которая меня больше всего тут бесит. Это шум. Шум тут везде в кафе, шум на улице, то есть в центре города невозможно снимать видео. Если только рано утром, но сейчас уже осенью, уже солнце встает позже, то есть сильно рано тоже ты не приедешь, то есть будет либо темно. И когда, допустим, мы путешествовали вот совсем недавно в Грецию, то есть в кафе так комфортно, нет шума, то есть ты наслаждаешься, слушаешь музыку, либо шум моря, и у испанцев это просто невозможно. Только такое может быть в каких-то кафе более дорогих или там, где много иностранцев. И испанцев я вижу, что это не бесит, они к этому привыкли, дети с детства слушают этот шум, а я просто не могу в этом шуме разговаривать. Реально, если нас более 2 человек, то есть вдвоем-то ладно, я еще могу друг с другом, и то не люблю кричать, то когда мы приходим в большую компанию, там даже уже человек 6, хотя бы даже 6, это я даже еще не могу сказать, что это супер большая компания, мне уже сложно кого-то слышать, особенно они друг друга еще перекрикивают, параллельно 2-3 разговора, это просто нереально. Мне кажется, у меня просто вот так я уши закрываю, и я просто уже не участвую. Такое ощущение, что я рыба. Мне реально некомфортно. И даже я разговаривала с мужем, то что моему мужу, на самом деле, с каждым годом тоже это все хуже, и ему тоже не нравится шум в Испании. То есть мы, когда ездим в другие страны, мы кайфуем. Или даже сравнить, может, немножко кто удивится, то есть Испания, наверное, с Италией по шуму похожа, в плане там в кафе и вообще везде, там, менталитету. Но если поехать в соседнюю Португалию, которая вот рядом совсем, то там люди настолько тихие, ты там вечером ужинаешь, вообще тишина абсолютная. Меня, помню, так это поразило, что португальцы совершенно отличаются от испанцев вообще вот своей вот манерой общения, вообще вот менталитетом. Хотя, казалось бы, вот соседние страны. И так тоже бывает. И, соответственно, еще если перейти к теме кафе, меня давно не бесит и не удивляет, что тут, не знаю, большинство кафе это с пластиковыми стульями, столами, скатерть бумажная. Да, я приняла такой испанский менталитет, они не заморачиваются с дизайном. Да, сейчас появляется много современных кафе, ресторанов, там даже, я даже не говорю про Мишлен, просто симпатичных и в центре города, и в Малаге, и вообще по всей Андалусии, и Испании, но все равно большинство кафе, типично испанское, это такой небольшой барчик на районе, пластиковые стульчики, бумажная скатерть, вообще, может быть, никакого дизайна, может быть, бывает и есть дизайн, но к столам там вот это к такому никто не придирается. Испанцы как-то к этому вообще в целом не перфекционисты. Это ни на свадьбах, ни на праздниках, нигде. Вот такого я это не чувствую, в отличие от нас. Нам хочется какого-то уюта, то есть особенно то, что привычка, то, что, допустим, в России у нас не было такой традиции ходить в ресторан, в кафе прям каждый день. А испанцев это нормально, то есть можно хоть завтракать, хоть каждый день в своем баре. И цена не будет большая, там, может быть, кофе стоит евро 50. И, в принципе, это даже для пенсионеров это нормально. Поэтому, мне кажется, мы по-разному воспринимаем. Для нас поход в ресторан – это какое-то такое небольшое событие. В Испании нет. В Испании это норма. Здесь встречаются все чаще всего в ресторане, не дома. Поэтому я тоже к этому отношусь хорошо. Ну, конечно, если попадается симпатичное кафе с красивым дизайном, я это люблю. Но и к обычным кафе я не придираюсь. Главное, чтобы было вкусно и комфортно. Наверное, все, кто путешествовал по Испании, знают, что испанцы, когда здороваются, это 2 поцелуями. Также они очень сильно жестикулируют во время разговоров и очень быстро сокращают дистанцию между людьми. Часто, когда при разговоре, даже с незнакомыми людьми, могут тебя так похлопать по спине, по руке, так погладить. И это абсолютно нормально для них. Они очень тактильные люди. Наоборот, если будет большая дистанция, кажется, как будто вы чересчур чужие, какая-то там опасность между ними, то есть и сразу переходит на «ты». К
этой особенности я, я, можно сказать, и не привыкала, то есть и для меня это было абсолютно нормально, то есть я просто знала, что да, они так целуются, вот это расстояние близкое для меня тоже никогда не было помехой, но мне кажется, это у меня научила даже не Испания, а то, что я занималась очень давно до этого еще социальными танцами, такие как сальса-бачата, когда ты абсолютно с разными людьми, с разных стран танцуешь, и для тебя обнимашки с разными людьми – это вообще не какая-то проблема, это абсолютно нормально. Но я знаю, что у многих людей на первом этапе это вызывает отторжение, особенно для интровертов, а те, кто не любит сразу так близко подпускать чужих людей, то есть это, если это не твой близкий друг, и не все к этому привыкают, что для меня оказалось абсолютно нормальным. И что мне очень нравится в Испании, и это я тоже приняла, то, что я теперь здороваюсь с большинством людей. То есть, когда ты идешь в магазин, ты здороваешься с кассирами, с продавцом, встречаешь там людей, не знаю, в лифте это и в России бывает, хотя не все далеко здороваются, даже с соседями. А то, что ты заходишь в автобус, там, в метро, там здороваешься тоже с водителем, я не знаю, там, в самолете, да везде, особенно если ты в какие-то небольшие магазинчики ходишь очень часто, там уже у людей происходит постоянное общение, друг другу уже спрашиваешь, кто, что, где, то есть общаются о своей там личной жизни, чуть ли не как уже друзья, и к этому абсолютно относятся нормально. И мне кажется, из-за этого у испанцев меньше стрессов, то есть они друг о друге беспокоятся, все время здороваются, улыбаются. Я, конечно же, рассказываю об Андалусии. Испания очень разная, каждая провинция отличается, и на севере испанцы, допустим, более закрытый, андалусийцы чуть ли не самые такие открытые и дружелюбные люди, поэтому здороваться, улыбаться, давать комплименты, для них это нормальное дело, к этому привыкаешь. И когда, допустим, я не была, вот когда во время пандемии 2 года в России, и потом год назад приехала в Москву, и меня реально это очень вначале тормозило. Вначале таможня, люди такими с каменными лицами, потом заходишь в магазин. Да, бывают, конечно, попадаются эти продавцы такие с приятными, но, наверное, это тяжелая жизнь или вообще какая-то груз проблем. То, что люди по-другому относятся в нашей стране, и это прям очень сильно бросается в глаза. Причем мне еще настолько у меня уже испанский везде в голове, то есть и когда подходишь к кассе, мне первые несколько дней у меня просто вырывались испанские слова. Я думала, что мне сейчас продавщица скажет «Una bolsa, por favor», там, или скажет, вам нужна там пакет или там еще что-то, там, как оплатить и так далее. То есть это не так сложно, оказывается, перестроиться, так быстро к этому привыкаешь. Казалось бы, всю жизнь говорил на русском, и испанский настолько он уже внедрился, и сейчас еще плюс я усиленно осваиваю английский язык свой, повышаю, и мне кажется, скоро в голове будет просто каша. Хотя я просто не чувствую уже разницы между русским и испанским, то есть когда я говорю, я реально не замечаю, на каком языке я говорю. А иногда ошибаюсь, могу к мужу обратиться на русском и не понимаю, почему он меня так смотрит и ничего не понимает. И хочу сказать еще несколько вещей, которые мне тяжело принять, или я еще к ним отношусь с какой-то такой настороженностью, то есть я просто не совсем понимаю. Испанцы такие люди, которые любят слово «маньяна», то есть «завтра», они никуда не спешат, у большинства нет сильных таких каких-то планов больших, и мне к этому очень сложно привыкнуть. То есть когда мы договариваемся с друзьями, да даже бывает, я муж спрашиваю, что будем делать, куда пойдем, там, поскольку, то есть бывает такое, сейчас нам позвонит, то есть, или там встретились, то есть не знают, что будет дальше, то есть какое-то такое очень размеренное состояние. И мне все время куда-то хочется, мне, наверное, еще спешить или знать, что будет потом. То есть вот такое полное расслабление. Я еще не достигла этого дзена испанского. Может быть, когда достигну, тогда мне вообще все нервы вылечатся, исчезнут, и не буду ни о чем переживать. Надеюсь, это произойдет. Не зря испанцы такие долгожители. Наверное, поэтому, потому что они никуда не спешат и в основном меньше беспокоятся. Хотя это не касается испанских мам. Испанские мамы очень беспокоятся о своих детях, постоянно о каких-то проблемах, что-то придумывают, даже если что не происходит, особенно которые находятся на пенсии. Звонят каждый день своим детям.
И это мне как-то немножко не совсем вяжется с испанцами, потому что, с одной стороны, они вроде бы такие беззамотные, никаких планов, с другой стороны, испанские мамы все время о чем-то беспокоятся, что-то происходит, причем проблемы, которые я вообще не считаю проблемами. Ты там пошел туда, купил, и там сделал, и так, ну, такие вещи, которые, казалось бы, элементарные. Я понимаю серьезные проблемы, но бывают некоторые вещи, которые меня просто очень удивляют. Другая вещь, которую я еще никак не могу принять у испанцев, это их разговоры за столом, которые касаются нескольких вещей. Они свободно вообще говорят часто о болезнях. Девушки могут со всеми перед столом обсуждать свою менструацию, допустим, или кто-то там, это вообще такое типичное у испанцев, объявлять всем, что он пошел в туалет и что он там будет делать. А может еще вернуться и потом сказать, что он сделал, или как ему там было плохо и так далее. То есть, поэтому у них очень распространен такой, как тут называется, умор де мьерда, то есть какашечный юмор. Это я просто не могу еще понять, но такой менталитет. У каждого свой юмор, там, допустим, у англичан свой, у нас свой. Хотя в целом, именно касаемо в плане просто в целиком юмора, мемов, то есть я считаю, что наш юмор, русский с испанским, очень-очень похожи. Я даже сравнивала, когда происходила та же пандемия или другие события обычные, там, человеческие, та же, там, я не знаю, ревность, зависть или там обычные семейные дела, то есть абсолютно все то же самое, как у всех людей. То есть никакого такого особенного юмора, как у британцев, я не видела. Но в плане того, что они любят абсолютно такие вещи, которые у нас не приняты за столом, мне до сих пор непонятно. И еще что я еще не могу понять, это испанские свадьбы. Как-то я уже делала ролик о том, чем отличаются испанские свадьбы от наших свадеб, нашим понимая, как мы их празднуем. И вот мы совсем недавно были в сентябре на свадьбе у наших испанских друзей, и все было точно так же, ничего не изменилось для меня. И я считаю, все-таки это скучно. Это реально скучно. И я помню, что я обещала рассказать о своей свадьбе. Скоро также сделаю об этом видео, расскажу, как мы смогли сделать микс испано-русской свадьбы. Так в чем то, что мне не принимают до сих пор в этих свадьбах, то, что, ну, как я уже говорила, вообще, в принципе, даже не только на свадьбах, а вообще на любых испанских праздниках, даже вот городских, нет никогда никаких ведущих. Я не говорю про тамаду, просто какого-то ведущего, чтобы ты знал программу, что будет зачем, объявлял, кто выступает, что происходит. Немножко там, когда были заминки или паузы, чтобы он что-то говорил. Вот там был карнавал или еще, по-моему, какой-то праздник в центре города. То есть стоит диджей, включил музыку, вышли люди, что-то потанцевали, раз ушли. И мы стоим, ждем, что происходит, что дальше будет происходить. И вот то же самое на свадьбе. Вот на свадьбе, в которой мы были, то есть там жених с невестой, они зашли, таким всем им похлопали, они уселись за свой стол, потом начали есть, каждый за своим столом. Потом раз они куда-то опять со стола ушли, потом пришли с какими-то подарками, подарили родителям, то есть это без всякого объявления. Потом еще кому-то, то есть они туда-сюда что-то мотались, они не наслаждались, я считаю, праздником, то есть они все время, им что-то нужно было что-то делать, причем мы не знали, что будет происходить. И больше всего мне понравился момент, ну не совсем это в конце, можно сказать, в середине, когда они резали торт. То есть гостья часть была на улице, кто-то там со своими разговаривал, то есть никакого объявления. Я видела то, что мы просто близко, наш стол стоял со столом молодоженов, то, что был небольшой столик с тортом, стояли фотографы, это молодая пара, они начали резать, вообще на них никто не смотрит, не обращает внимания, то есть получается, этот момент только был для молодоженов и фотографов. Ну, то есть я не понимаю такой свадьбы, то есть никакого, то есть мы еще получилось так, что на этой свадьбе мы знали очень мало людей. То есть, получается, даже некоторым они там подходили, там кому-то что-то дарили, что-то происходило. То есть мы даже не знаем, кто это люди. И если бы был бы какой-то ведущий или как команда у нас, то есть он объявил, ой, там дядя такой-то, там третий, троюродный дядя, там, я не знаю, кто еще. То есть ему мы сейчас дарим подарок или там что там происходит, это самый близкий человек, там, не знаю, невеста или еще что-то. Мне кажется, это многим было бы интересно. Далеко, естественно, не все друг друга знают на таких больших свадьбах. То есть у нас там было порядка 130 человек, только взрослых, и еще плюс дети. То есть, ну, не знаю, где-то человек 140 минимум, и это прилично. И с учетом того, что если ты знаешь только человек 5, ну максимум 10, естественно, со всеми ты не общаешься, нет никакой-то такой объединяющей вещи. То есть после того, как вот это все такое, мы поели, только потом уже стали танцевать, то есть как-то, ну,
Для меня скучновато, что могу сказать. Может быть, если бы я знала очень-очень много людей на свадьбе, мне было бы нормально. Но испанцы, они просто не знают другого формата, и для них это не скучно. То есть, как обычно, пришли, поели, потом выпили коктейли, все, потанцевали, разошлись по домам. То есть, когда ты не знаешь другой жизни, ты не знаешь другой культуры, то есть для тебя... И мой муж уже был на 2 русских свадьбах, он, тем более и нашу мы сделали уже по-другому, он знает, что это такое, и ему нравится, как у нас. Испанцы, на самом деле, кто уже видел, они тоже приняли бы многие вещи от нас. Просто когда ты не видел другого, естественно, для тебя свое считается нормой. И я, в принципе, считаю, это касается вообще всей культуры, любой страны, любого человека. Чем меньше ты путешествуешь, сидишь только в своей стране, ты более, считаю, человек закрытый, ты закрыт к новому, к новой идее, к новому, я не знаю, порядку вещей, как люди воспринимают мир. И когда ты начинаешь путешествовать, для тебя уже не считается что-то ненормально. То есть неважно, как человек одевается, не знаю, может, он мыслит по-другому, потому что у него он в другой семье вырос, в другой культуре, и ты реально становишься к этому всему открытым. С одной стороны, мне кажется, это даже не Испания, это вообще путешествия для многих людей открывают такой большой мир, и мы меняемся. Конечно, когда ты живешь уже в другой стране, на тебя это все очень-очень сильно влияет. В принципе, я рассказала основные вещи, как я теперь воспринимаю Испанию, как она меня изменила, или что я, наоборот, не приняла в ней, и даже то, что ненавижу, даже есть такие вещи, несмотря на мою большую любовь. Надеюсь, вам это видео понравилось. Пишите свои впечатления, комментарии, кто путешествовал по Испании, живет в другой стране, переехал. Мне мнение экспатов тоже очень-очень-очень интересный. Не забывайте обязательно ставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал, будет много еще интересных и полезных вещей. Ну что, адьос, пока!